Всем привет! Вы на канале Мой Флакон. Меня зовут Сергей, рядом со мной Слава. Всем hello. Еще будучи в Армении, мы обзавелись там таким набором от Alexander J. Art Deco Collection Majestic 1912 Art Deco. Так называется этот набор. И здесь у нас, кажется, 6 ароматов. Да, это миниатюры. Здесь такая супер обложка, чтобы не повредить вот этот вот дорогой как бы картон. Вот наклейки здесь. То есть мы еще их не разнюхивали. Ну, конечно, в магазине мы их пробовали, но у нас нету этих ароматов. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Про бренд ничего не знаю, кроме того, что флаконы, они немножко в таком арабском стиле, плюс арт-деко. Такой арабский арт-деко, я бы сказал. Да. Я вообще тоже про этот бренд ничего не знаю, ничего не слышал. Как-то всегда прохожу мимо их ароматов. Флаконы мне не очень нравятся внешне. Канишка. И вот такой набор таких прекрасных арабских штук. Арабская арт-деко. Выглядит, конечно, своеобразно. Немножко матрешек мне напоминает, немножко кое-что еще. Но посмотрим. Флаконы, кстати, выглядят также, просто увеличенные. Да. Вот. Но ароматы у них неплохие. Тебе нравится это, я прям смотрю. Да? Это очень аляписто. Вот поэтому я прохожу мимо их флаконов. Да, но на самом деле вот арт-деко, вот если что, вот примерно так выглядит этот стиль. Ну и здесь вот описание вот этих ароматов. Да, но они очень похожи, немножко другая пропорция получается. Да, чтобы тут было лучше видно, вот может быть зеленым вот лучше видно. Выглядит вот так вот. Вот, ну что ж, поехали. Здесь у нас все Majestic, все великолепное. От Ут, Ветивер, Ваниль, Амбра, Жардин и Маск. Начнем с белого. Я думал, да, он справа налево. Да. Ут типа в конце. Да. Ну, логично. Уты обычно самые громкие. Мускусы тоже бывают, но... Чтобы нам не перебило все. Да, ну посмотрим. Так. О, спасибо большое. Вот так это выглядит. Очень смешно, на самом деле, какой-то... Губнушка. Губная помада, то ли патрон. Вот с такой штукой странной. Вот. Пульвик очень, смотрите, какой тоненький. Первый раз такое вижу. Он вообще, может, вынимается? Нет, не вынимается. Нет, не разъемное соединение. Так, вообще это все веселит на самом деле. Ну, посмотрим, что это у нас будет. Пшики, холсты присутствуют. Так спаляет прям такая нормально. Так. Прям выстреливает. Ну, неплохо. Здесь много чего другого, помимо мускуса. Но здесь такой мускус хороший, приятный. Отличается от теренцевского мускуса. Очень отличается. Вот нет вот этой удушливой пудровой сладости. Ну, сладость присутствует. Присутствует цветочность, возможно, ваниль. Древесные ноты я ощущаю. Для меня это как ручеек такой вот. Знаете, ручеек весенний, такая капель. И вот как талая вода. Пахнет вот таким, когда лед тает, река тает, озера тают. И все как будто вот талой водой, ручейками весенними, да? Такой нежный, светлый аромат. Вот прям на весну, я думаю, вообще самое то. Ой, я понимаю, почему ты говоришь про талую воду, потому что здесь есть такой какой-то металлический аспект. И вот когда вот лед, вот он тает, в нем тоже что-то есть такое. Мне нравится. Какой-то алюминий немножко. Я даже хотел бы его нанести потом на кожу.
Да, потому что я пока не готов. Думаю, может быть, более интересный аромат будет сейчас в дальнейшем. Но мне это нравится. Но он меняется. Посмотри, пожалуйста, ноты. Так. Он меняется. И появляются пряные оттенки. Появляется что-то из восточного рынка. Может быть кардамон, может быть шафран. То есть действительно какое-то такое восточное направление есть. Чувствуется. Majestic Mask. Верхние ноты: розовый перец, бергамот. Средние ноты: гелиотроп или можжевельник, бобы тонка, ирис, сандал, замша. Здесь, по сути, нет мускуса. Ну, конечно, он есть, просто он не заявлен как в нотах. Но я не знаю, мы вообще хоть что-то угадали. Ты, наверное, перец говорил, да? Нет. Нет? А что ты говорил? Ну, древесина, да, сладость. Вот, кстати, пудровость пробивается, да. Угу. Ну, и специи есть розовый перец. Он такой нежный, такая нежная. Ирис я вообще здесь особо не чувствую. Ну, пудровость присутствует, и вот со временем он на самом деле меняется. То есть этот аромат все-таки будет в раскрытии, важно как, и первое впечатление, скорее всего, ну, обманчивое, и нужно смотреть на коже. Мне кажется, старт прикольный, и давай продолжим. Да, давай, конечно. Следующий у нас аромат красный, очень такой привлекательный цвет. The Majestic Jardin. Что такое Jardin? Наверное, сад какой-нибудь? Нет, как считаешь? Наверное. Кстати, а где их сделали? Это вообще арабский бренд или это Франция? Кстати, хороший вопрос. Может, кажется, что это французская люксовая парфюмерия. Так. Made in France? Вообще сделано во Франции. Концентрация Eau de Parfum. Как вкусно. Слушай, классно очень пахнет. Слушай, замечательно, мне нравится. Но я бы сказал, что здесь есть ут какой-то. Этот Majestic Jardin. Ой, здесь прям пахнет очень хвойно. Прям такой хвойный бальзам. И мне он что-то очень сильно напоминает. Что-то, может быть, даже есть у нас. Что мы обозревали. Прям смолой, очень много смолы. Такой прям хвойный-хвойный. А помнишь, у нас был такой скандинавский бренд, такой с оленями и флаконы? Да. Вот туда вот что-то уносит. Панадоры, да, вот? Да, Панадора. Много амбры, много дерева. Смол очень много. Очень классно, мне ёлочек нравится, хвойных, кедр. Слушай, пихта. Очень классно. И на самом деле вот формат замечательный в дорогу. Сколько здесь миллилитров? Где тут написано? 8 миллилитров. Вот это вообще достаточно, да. На зиму вообще классный аромат. Я люблю хвойные ароматы, вообще фанат и коллекционирую хвойные. Я бы даже присмотрелся и бы его поразнашивал, как он раскроется на коже. Классный. И, наверное, здесь еще ладан есть. Скорее всего, да. Ну, много смол, много хвои. Вижу, все-таки это для мужчин и для женщин будет. Я думаю, нету такого гендера ярко выделяющегося. Класс. Так, какие здесь ноты? Горький миндаль, черный перец, вишня, цветок вишни, табак, ваниль, вирджинский кедр, пачули. Здесь все-таки вишня. Интересно, то есть это такая сладость, это вишня дает, и нету смол не заявлен никаких, а он какой? Он считается амбровым? Нет, он, видишь, такой амбровый, свежий, пряный. Табачок вот начинается, вот как только пришел табак, вишня, табак. Сразу чувствуешь, да. Как интересно, то есть я, получается, спутал всю эту сладость плюс дерево, табак с амброй. Напоминает тебе Том Форд? Лос черри или смок черри? Нет. Вот Том Форд, оно очень все такое сладко-приторное, но и вишня там уходит. А здесь интересно, как оно долго продержится.
И вообще, Классно, классно. И вообще вишню особо здесь не чувствую, на самом деле. Слушай, еще цвет этого аромата должен был навеять что-то вишневое. Ну, второй аромат нравится, и опять же раскрытие сложное и достойный. То есть, оказывается, это не арабский бренд, да? Ну, интересно. Но я не вижу вот это, вот как арт-деко, все-таки какой-то стиль немножко странноватый. Но Александр Джей, как-то вот тут пишите, пожалуйста, в комментариях, почему Александр Джей. Может быть, вы знаете, кто такой Александр Джей? Ну, я думаю, Google нам скажет, кто такой Александр Джей. Как называется этот аромат? Так, это у нас Amber, The Majestic Amber. Он пахнет халвой. Ой, я тоже хотел сказать халвой, ты прям с языка снял. Халва, семечки подсолнечные. Слушай, правда, это пахнет маслом. Вот прям подсолнечным он маслом. Масляный очень сильно. Такой масляный. Халва такая прям жирная, масляная, сладенькая. Потому что такой амбр я прям не ожидал. Она такая очень много специй такой в этой амбре будто бы. Я первый раз встречаю аромат странно. халвы. Очень странно. А халва, кстати, я бы сказал, не подсолнечная, а может кунжутная. Ну, что-то вот в эту сторону. Но вряд ли там будет заявлено кунжутное масло, знаешь, в этом. Вот очень пахнет таким вот прогорклостью, маслом. Вот, действительно есть такая небольшая нота прогорклости масла. Слушай, это сложный аромат. На самом деле, первое впечатление будет точно не самое правильное. Мне уже хочется узнать ноты. И еще хотел бы добавить, очень восточный. Вот он действительно ассоциируется у меня с Востоком. Можно мне название еще? Амбер. Ну вот, слушай, дальше он меняется. Появляется фруктовость. Но сложно ее определить. Да, он сладкий. Верхние ноты персик, грейпфрут. Средние ноты давана, роза. Базовые ноты амброксан, тофи, ваниль, пачули. Ну вот тофи. Ты помнишь, чем пахнет тофи? Нота карамель. И вот она такая рассыпчатая, действительно, да, есть вот схожесть с халвой. Такая вот сливочность, наверное, да, вот дает. Тофи, она, наверное, как ириска такая сливочная. Ну вот он действительно мне почему-то пахнет маслом подсолнечным. Именно не рафинированным. Следующий аромат у нас The Majestic Vanilla. Все эти ароматы, правда, Majestic, о них сложно сразу раскрыть, их точно нужно разнашивать. Да. Вот серьезно, вот такое от ванили вот сразу не ожидаешь. Это очень фужерный старт. На старте такие травы, прям Средиземноморье. На старте мне не нравится. Да, вот ты такое не любишь. Это вот фенхель, это... Сандал, может быть. Да, я не особо ощущаю. Может быть, полынь, может быть, артемизия. Да, очень много зелени. И он мне прям пахнет маринованным каким-то рассолом. Мне кажется, нам нужно ждать, когда мы дойдем до ванили. Ну, в базе хотя бы какая-нибудь ваниль должна быть. Вот я терпеть не могу сандал с запахом маринада. Вот. Мне вообще это не нравится. Вот смотри, если абстрагироваться от этого, дальше раскрывается что-то интересное. И действительно, ванильная база где-то далеко пробивается. И у этих ароматов, скорее всего, будет такое классическое наполнение. Старт, сердце, база. Они очень полнотелые, очень заполненные. Я, на самом деле, имел какое-то предвзятое отношение к этому бренду. Думал, ну вот по фану купить, посмотреть на эти ароматы, поржать с этих флаконов. Но здесь есть что разнюхивать, разнашивать. Вот этот аромат мне не нравится вообще. Слушай, пошел, вот теперь только сейчас пошел у меня в какую-то рассольность больше. И да, укропчик, кориандр. В общем, для меня это очень специевая ваниль. Такая нетипичная ваниль. Обычно от ванили ты ожидаешь
Что-то такое сладенькое, пряное, древесное, возможно, миндальное, да? А здесь прям сандал. Сандал, какие-то маринады. И мылом пахнет. Вот именно... Он меняется. Какая-то мылистость, альдегидность есть. Наверное, какие-то цветы дают такое. Короче, посмотрим, что это. Аромат амбровый, цитрусовый, тепло-пряный. Верхние ноты мандарин, корица, бергамот. Гальбанум. Баба тонка. Вот гальбанум дает маринадность, да, скорее всего? Нет, гальбанум дает травность. Такой желто-цветочный какой-то, да, вот. Амбервуд, ваниль, лабданум, пачули, мускус. Но мне не нравится. Не знаю, вот пока что... А вот корицу как-то я не чувствую. А здесь, это он ваниль, да, должен быть? А ваниль вообще есть здесь? Где-то в базе. Дальше раскроется уже там. Надо ждать. Ваниль надо ждать. Ждать и надеяться. Короче, нет. Так, ванилька. Я говорю, этому аромату вообще нет. Ну, ты не пробовал на конше, кто знает. Зеленый ветивер. Вот, ну, от ветивера ты ожидаешь обычно чего-то такого землистого, древесного. Цитрусового немного. Здесь, поскольку все они какие-то неожиданные, как ты думаешь, что можно отсюда добавить? Все что угодно. Бренд такой. Так, ну что ж. Ну, раз зеленая, ну, то огурца. Скорее всего, будет такой травянистый, наверное. Много зелени будет здесь, наверное, по цвету флакона. Кстати, цвет мне нравится. Вау. Красивый. Это этот тмин. Тмин, кумин, зира. Ирис. Ой, слетать начинают другие ноты. Много ирис. Ирис? А какой именно, цветок или корень? Именно цветок. Интересно. Слушай, вот... Но опять же, где ветивер, да? Вот ветивер опять надо ждать, так же, как и ваниль. Есть... Ну, это, кстати, классно, когда вот он дойдет до базы, и там начнется преобразование флакона. Скорее всего, здесь ирис. Ты вообще его чувствуешь? Ну, сложно сказать. Но, может, есть какая-то такая пудровость, древесная пудровость, я бы сказал. Вот этот аромат интересный. Ну, кстати, есть тоже та же самая похожая рассольность, как ваниль. И я бы сказал, что это не рассольность, а больше специевость. Скорее всего... Таким образом специевость это вывернуты. Корица дает вот это. Всего... Я прям зиру чувствую, знаешь, вот плов. Ну да. И там вот колдзиру, она такая немножко кисловатый запах дает. Барбариса немного. Вот туда. Вот сейчас я вообще чувствую розу. Ты чувствуешь здесь розу? Да, вполне переходит к розе. Вот эта вот кислота переходит в металличность. Очень интересные, сложные ароматы. Вообще, я на самом деле в шоке. Какая-то вот немного копченость даже есть. Верхние ноты. Кардамон. Грейпфрут, базилик. Средние ноты. Леатрис. Я вообще не знаю, что это за леатрис. Кориандр. Вот Сергей, прям специя. Ты ломал себе голову, это кориандр. Зира, вот это все. Базовые ноты, ветивер, уд, замша, лабдан. Замша. И вот он со временем стал, знаешь, мне пахнуть именно новой книгой. Вот когда вы покупаете новую книгу или какой-то новый глянцевый журнал, и мне прям пахнет вот этими страницами, вот такой свежими. На тебя вообще никто не открывал эту книгу. Пахнет вот свежим переплетом, свежими страницами. Вот такой свежий. Вот, наверное, дает вот этот кардамон здесь такой. И ветивер. Ну, кардамон свежесть, да, дает. Базилик. Классный аромат. Вот этот аромат мне очень даже понравился. Ну и последний в этой шикарной, как оказывается, подборке The Majestic Oud. Вот, но оно уже пахнет, конечно, древесно. Но копчено. Здесь помимо уда гвояк, сыр джил копченый. Мне вот это копченый всегда отдает вот куда-то туда. Копченую скумбрию, копченую колбасу. Вот, копченая скумбрия. Мне на себе эта нота не нравится. На мне я прям пахну колбасой.
шпалами. Не люблю такое. Железнодорожными шпалами. Вот дает тоже такую копченость. И она прям такая съедобная. Я сейчас вот колбасу чувствую. Я даже захотелось прям скумбрии копченой сейчас. Спать захотелось спать. Да. У меня еще слюноотделение сейчас пошло. Вот это аппетитно пахнет. Это говорит о том, что хорошо. Это не неприятно. Ну, это дымно. Может быть, ладанно даже. Это вот когда заходишь в магазин, рыбный магазин, где много копченостей, да, где рыбный магазин, но рыбой особо не пахнет, пахнет именно копченым. И копченость перебивает все. Возможно, еще пахнет... Как вот это называется? Коптильня, где коптят. Вот. Типа цех, коптильня. Вот когда все там висит у них, все это коптится. Без понятия. Я тоже не знаю. Может, так и называется коптильня? Ну, наверное. Прям вот. И этот аромат надо было назвать коптильня. Но мне кажется, он меняется. Вот эта вот копченая колбаска превращается в солями. Уже более деликатное что-то. И начинаются какие-то бобры. Бобры? Я чувствую касториум, что-то такое, да. Возможно, прям какой-то животный мускус. Ну, вот цвет прям соответствует этому аромату. Прям он черный, такой плотный, да. Ну что, посмотрим, какие там ноты. Я вот действительно захотелось мне есть копченые рыбки. Сейчас бы... О боже. Что там, что неожиданно? В начале здесь такая нежнятина должна быть, по сути. Черная смородина, малина, яблоко, бергамот, лимон, дыня. Нет, То, что вообще убил ут, эти все ноты здесь убил. Средние ноты пачули, шалфей и базовые ноты ут, амбра, мускус. Ну... Вот эти все фрукты... Ничего этого нет, есть только копченка. Фруктов здесь вообще, они никак. А он заявлен как копченый. Удовый и фруктовый. Но по голосам ут, пачули и какая-то трава, шалфей. Трава-мурава. Ну, не знаю. Сложный аромат. Ну что ж, какой твой топ? Так, мне надо время. Как они раскрылись. Ну что, мой самый здесь понравившийся мне это будет Majestic Jardin. Он классный. Для меня он все-таки смолистый, нежели чем что там было заявлено вишня. Но вишни можно додумать. Для меня идентично. Я тоже выбираю Жардин. Ну, подержи его. Хочу даже нанести его на кожу. Хорошо распыляет. Пшик. Облачко. Угу. Ну, кстати, у них классные эти тревелы. О, на коже вообще классно. Мне вообще он нравится. Классный аромат. Ой, слушай, по-другому раскрывается, какие-то кожаные ноты больше появляются. Да. Там есть кожа, да? Если у вас этот бренд есть в магазинах представлен, присмотритесь именно вот к Жардин. Действительно, очень интересный, яркий, такой хвойный. Я не чувствую здесь вишню. Даже на коже ее нету. Ты что, у тебя на коже точно нету вишни. Есть какая-то такая сладость. И миндаля. Немножко. То есть там миндаль написано, миндаля тоже не чувствую. Ну, что ж, это действительно все Majestic. Точно нужно на кожу наносить все, точно не с первого затеста, но они какие-то интересные. Ну и в целом они все плотные, полнотелые, они, наверное, диффузные. Не знаем про шлейф, может быть, поразносим что-нибудь, потом добавим в какую-нибудь подборку. Вот в целом мне очень понравился бренд, интересно его разгадывать. А по цене они примерно, ты помнишь в магазине, сколько стоят? Я тоже всегда мимо них проходил, но интересно. Даже какая-то, вот сейчас табак, вот на коже прям много табака. Жардин такой табачный. Ну, на тебе тоже сладость какая-то есть. Вот чем-то есть схожесть у зоологистом с носорогом. Такой табачок. Красиво. И ярко. Бренд интересный. В
плане визуала флаконы на любителя. Кому-то понравится, кому-то нет. Ароматы, на самом деле, и вот с халвой тоже такие необычные. Чтобы купить, хотел бы я бы какой-то купить флакон из этих, не знаю, надо поразнашивать. Так, прям такой любви с первого вздоха ничего не было. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч в новых видео. Всем goodbye.